Будем одевать медвежонка, свяжем для него вот такой свитерок. Это свитерок реглан с воротником резинкой. Готовим материалы и инструменты. Первое — это пряжа. Я буду вязать свитер из акрила, 100 грамм, 300 метров. Будет у меня свитер двух цветов. Вот я подобрала цвета для вот этого медвежонка. Под них обязательно подберите правильно спицы. Я беру спицы чулочные, номер 1,5, их 5 штук. Понадобится крючок, ножницы, само собой, измерительная лента и иголки. Наберем на спицы 40 петель. Петель набраны, одну спицу я вынула. Дальше необходимо распределить петли по 4 спицам, для того, чтобы мы могли вязать по кругу. Для этого нам пригодится снова эта информация с расчетами. Мы отложим на первую спицу 8 петель, на вторую спицу 1 петлю реглана, 10 петель спинки и 1 петлю реглана, то есть всего 12 петель. На третью спицу 8 петель рукава и на четвертую спицу также 12. Чем я сейчас и займусь. 8, 12, 8, и здесь проверьте, чтобы было 12. Есть 12. Дальше замыкаем вязание в круг. Первые пару петель я провязываю в 2 сложения ниткой, для того, чтобы закрепить начало. Будем вязать резинку 1 на 1, то есть 1 лицевая, 1 изнаночная. Начинаю с изнаночной. Изнаночная, 1 лицевая. Дальше короткий конец нити оставляю, продолжаю вязать рабочей нитью. Снова изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Провязали первую спицу и продолжаем вязать по второй. Закончили на лицевой, значит следующая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, дальше переходим на третью спицу. Продолжаем вязать, закончили на лицевой, значит начинаем с изнаночной. И также чередуем изнаночная, лицевая. Есть один ряд провязан,
И так далее. Продолжаем вязать резинку до необходимой высоты, чтобы можно было сделать отворот. Я пока расчеты отложу в сторону, чтобы они не отвлекали, и продолжу вязать. Над изнаночной вяжем изнаночную, над лицевой вяжем лицевую. Первые 2 петли, которые мы вязали в 2 сложения, мы помним, что это нить в 2 сложения, а не 2 отдельные петли. Мы их провязали в 2 сложения. Дальше вяжем, как обычно, изнаночная над изнаночной, лицевая над лицевой. И продолжаем вязать до необходимой высоты воротника. Примерю к мишке. Если сделать отворот, вот пополам складываем. Мне кажется, будет достаточно. Мишку откладываем в сторонку. И мы дальше закончили с воротником и продолжаем вязать сам свитер. У нас есть 2 спицы, которые немножко меньше петель на себе имеют. Это по 8, это рукава. И есть 2 спицы, где больше петель, это перед и спинка. Они у нас идентичны, поэтому не принципиально будет, где перед, где спинка. Если бы у нас были на передней части какие-то косы или узор какой-то, тогда да, тогда имело бы значение. А в данном случае нет. Провяжем все петли лицевыми для того, чтобы закончить воротник. Провязали ряд лицевыми. Дальше возвращаемся к нашим расчетам. Первая спица — это спинка. На ней 12 петель. 1 петля реглана, 10 петель спинки и 1 петля реглана. С каждой стороны, от каждой петли реглана мы будем прибавлять по 1 петле перекрещенным накидом. Начинаем вязать с петли реглана. Мы ее провязываем лицевой. После нее делаем перекрещенный накид. Вот таким образом зацепляем на спицу. Опускаем. Можно делать обычный накид, но тогда будут небольшие отверстия по бокам от петель реглана, как дырочки такие небольшие. Мне не нравится это, поэтому я делаю перекрещенный накид. И дальше вяжем 10 петель спинки лицевыми. Остается на спице петля реглана. Перед ней мы снова делаем перекрещенный накид.
провязываем петлю реглана лицевой и оставляем эту спицу. Переходим к следующей. После петли реглана также добавляем накид перекрещенный, вяжем 8 петель рукава, снова делаем накид и оставляем эту спицу. Переходим к следующей. Вот эту часть мы провязали. Дальше у нас 1 петля реглана, 10 петель переда и снова 1 петля реглана на вот этой спице, на третьей. Провязываем петлю реглана, делаем накид, провязываем 10 петель переда, остается 1 петля реглана, мы делаем накид перед ней и провязываем петлю реглана. На 4 спице у нас осталось 8 петель рукава. После петли реглана мы делаем снова накид, вяжем 8 петель второго рукава, и заканчиваем накидом. Таким образом мы прибавили по 2 петли на рукаве, на спинке, на втором рукаве и на стороне переда. Следующий ряд вяжем просто лицевыми. Вернулись к началу ряда. В следующем ряду будем также делать по одной прибавке с каждой стороны от петли реглана. Начинаем с петли реглана, ее провязываем, после нее делаем накид. Здесь у нас уже не 10, а 12 петель, так как мы прибавили 2 петли в прошлом ряду. Вяжем 12 петель. Остается на спице петля реглана, перед ней мы также делаем перекрещенный накид и провязываем оставшуюся петлю. Переходим к первому рукаву. Также после петли реглана делаем накид. Вяжем, теперь у нас здесь не 8, а 10 петель. И заканчиваем также накидом перекрещенным. Следующая спица начинается с петли реглана. Мы ее провязываем, после нее делаем накид и вяжем 12 петель переда. Провязали, на спице осталась петля реглана, перед ней делаем накид и провязываем последнюю петлю. Остался второй рукав, делаем накид
10 петель. И еще один накид. Завершили ряд. Следующий ряд полностью лицевыми провязываем. Далее по такому же принципу чередуем ряды с прибавками и без прибавок до тех пор, пока на каждом рукаве у нас не будет 18 петель, которые мы посчитали нам необходимы для того, чтобы рукав обхватил ручку, плюс 2 кромочные на сшивание. Готово. Мы провязали все необходимые ряды с прибавками, получили по 18 петель у каждого рукава, по 20 петель переда и спинки, и также у нас остается еще 4 петли реглана. Дальше будем вязать рукав. На первой спице у нас спинка, как мы помним, мы провязываем их лицевыми, все петли спинки. И теперь мы подобрались к рукаву. Дальше мы забываем про остальные спицы и будем вязать только рукав поворотными рядами, вперед-назад. На спице первого рукава у нас здесь 18 петель, включая кромочные. Мы вяжем первый ряд лицевыми. Обязательно считаем ряды для того, чтобы мы могли повторить симметрично второй рукав. Провязали 18 лицевых, работу разворачиваем, нить держим перед работой. Последнюю петлю мы провязали лицевой, так как по рисунку она у нас была лицевая. Начиная со следующего ряда, последнюю кромочную петлю мы будем вязать изнаночной. Здесь
Дальше первый переснимаем, как обычно при поворотном вязании, и вяжем этот ряд изнаночными. Последняя изнаночная. Закончили второй ряд. Поворачиваем вязание. Нить за работой сзади. Первую переснимаем и третий ряд вяжем лицевыми. Последнюю провязываем изнаночной, кромочную. Работу разворачиваем, нить дальше держим за работой в начале ряда. Четвертый ряд вяжем изнаночными. Я в пятом ряду планирую добавить второй цвет. Если вы этого не собираетесь делать, то просто продолжайте вязание. Я нить вначале никак не закрепляю, потому что я потом к ней вернусь и иголкой заправлю этот оставшийся конец. Первую петлю переснимаем, вторую я провязываю коричневым цветом, третью снова бежевую, четвертую коричневым цветом. Так чередую через одну коричневую, одну бежевую. Обычный, самый простой жаккард. Последнюю провязываем изнаночной, она у нас получилась коричневого цвета будет. Бежевую нить не обрезаем, мы к ней еще вернемся. Продолжаем вязать коричневым цветом.
прикладывайте свой свитерок к медвежонку для того, чтобы узнать, какой длины вам нужно связать рукав. Мы измеряем от самого плеча, от верха, прикладываем и замеряем. Если вы будете делать резинку на конце рукава, то можно уже сейчас сделать пару рядов резинки и заканчивать. Я резинку делать не буду, поэтому я провяжу еще 2 ряда. Один лицевой, один изнаночный, и закрою петли. Рукав свитера моего медвежонка получился 12 рядов. Я провязала 6 лицевых, 6 изнаночных. В 5-м ряду я сменила цвет, добавила коричневый. Закрывать петли я буду с помощью крючка. Для этого я ввожу крючок в первую петлю и во вторую, захватываю нить и протягиваю через 2 сразу. Снимаю их, надеваю снова, обратно возвращаю эту петлю, ввожу крючок во вторую, захватываю нить и вытягиваю ее наверх. Повторяю то же самое, возвращаю крючок на спицу, ввожу крючок во вторую петлю, захватываю нить и вывожу через 2 петли, снимаю их со спицы. Это можно делать и без помощи крючка, спицами только, но мне удобнее с крючком. Есть несколько способов закрывать петли. Можно с помощью иглы, с помощью крючка, одними только спицами. Но мне нравится этот способ тем, что здесь остается такой красивый край косичкой. Он симпатично смотрится внизу на рукавах и на самом свитере. Есть, последнюю закрыли. Теперь мы будем сшивать рукав с помощью крючка. Нить по-прежнему оставляем в работе, мы ее не обрезаем. Складываем рукав лицевой стороной друг к другу вдоль рукава. Прикладываем кромочную петлю к кромочной. Вводим крючок в первую петлю последнего ряда. Это первое звено цепочки. Захватываем петлю, которая у нас осталась после закрытия петель, и вытягиваем ее крючком. Дальше мы будем делать соединительные столбики под кромочные петли. Захватываем под обе стенки кромочную петлю, подхватываем нить крючком и выводим ее наверх. И проходим через петлю, которая на крючке. Повторяем то же самое со следующей парой кромочных петель. Вот здесь я закончу работать с коричневой нитью. Я ее обрежу. Оставлю хвостик нужной длины для того, чтобы потом вдеть ее в иголку и спрятать оставшийся конец, чтобы изделие не распустилось. Подтяну начало коричневого вязания. Дальше буду вязать бежевой нитью, соединять, делать то же самое под бежевые
кромочные петли, продеваю и вывожу наверх под пару кромочных петель и вывожу наверх снова под пару петель, продеваю. Дальше последнюю я делаю под одну стенку с одной стороны и с другой стороны рукава, продеваю наверх. И еще один я раз делаю, захватываю вот под эти, это даже не петли, а соединения. Продеваю через них, это для того, чтобы не было дырки потом под мышкой, чтобы плотно было соединено вязание. Оставляю эту петлю, снова беру спицу, подхватываю эту петлю на спицу. Здесь у нас 22 петли, это перед уже. Мы их распределим на 2 спицы сейчас, чтобы нам удобнее было вязать. На данном этапе у нас сейчас в работе 3 спицы. Распределим снова их на 4 спицы. Провяжем 11 лицевых. На эту спицу. Остальные на другую спицу провязываем. Готово. Дальше мы сделаем абсолютно то же самое со вторым рукавом. Мы провяжем поворотными рядами 12 рядов. В 5-м ряду я сделаю смену цвета через одну петлю на коричневую. Точно так же завершу вязание и соединю крючком обе стороны. Поднимусь крючком под мышку и там вернемся к процессу. Есть готов второй рукав. Снова петлю, которая у меня осталась от соединения рукава, я надела на спицу и начинаю вязать следующий ряд. Для этого я распределю петли с той спицы, на которой их 22, распределю на 2 спицы по ходу вязания. Сейчас примерно как-то так выглядит ваше вязание на этом этапе. Сейчас я хотела бы убрать вот эти хвостики, которые здесь болтаются. Они нам не нужны. Для начала я протяну хвостик от прибавки коричневой нитки на ту же сторону, что и конец от сшивания детали. И завяжу их просто обычным узлом на 2 узла. В принципе, этого достаточно. Игрушку мы не будем раздевать и одевать каждый день по много раз, поэтому
Я думаю, такого крепления достаточно. Обычно я вдеваю еще нитку в иголку и прохожу тоже несколько раз, прошиваю нитью полотно. Но здесь я оставлю просто такие хвостики небольшие с внутренней стороны. И также с другим рукавом поступим. Протянем нить на ту же сторону, что и та, которую мы сшивали. Подтянем и сделаем обычные 2 узелка. Конкретно в данном случае я считаю такое закрепление допустимо. Еще я бы хотела сразу избавиться от этой нитки, которая у нас на воротнике. Она мне мешает, постоянно болтается под руками, приходится ее перебрасывать с одной стороны на другую. Я вдеваю ее в иголку и то, о чем я говорила, делаю несколько стежков. Кроме того, что мы провязали первые несколько петель в 2 сложения, я еще закрепляю вот таким образом, просто прошиваю по петелькам, которые рядом с ней, для того, чтобы лучше ее закрепить и чтобы не нужно было делать никаких узлов. Для подобных манипуляций и сшивания деталей вязаных игрушек я использую иголку для вышивания с большим ушком. У нее тупой конец, и она очень хорошо проходит между толстыми нитками. Теперь можно вывернуть рукава. Выворачиваем, расправляем. Вот. На данном этапе наш свитерок имеет вот такой вид. Конечно, у него будет еще отворот на воротнике. Вот как-то так. Дальше мы продолжим вязание круговыми рядами до необходимой длины свитера на вашу игрушку. Я собираюсь еще через 2 ряда поменять цвет точно таким же способом, как я делала это на рукавах. Первый ряд смены будет через одна бежевая, одна коричневая, а дальше продолжу вязание просто коричневыми нитками до необходимой длины свитера и закрою петли точно так же, как я делала это на рукавах.
Свитерок готов. Можно одевать медведя. Я надеваю этот свитер через ноги, потому что голова у медведя побольше, чем бедра, поэтому через ноги надеть проще и удобнее.